Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. А с вами Ольга, и вы на канале Best Рукоделие. Сегодня мы будем делать шикарную повязочку для девчонок из фатина. Для того, чтобы быстро и ровно разрезать фатин, я использую картон со сторонами 7,5 и 15 сантиметров. Наматываю фатин на картон 12 оборотов, этого как раз хватит на один цветок. Далее разрезаю фатин, как показано в видео. Получаются ровные квадраты со стороной 7,5 сантиметров. Кстати, фатин я покупала в магазине Эльбейтс, как и другие товары, которые мне там приглянулись. Например, вот эти атласные ленты с краем из органзы. Купила сразу в 3 цветах. Маленькие кабошоны из сплава с эмалью замечательно подойдут как серединки для цветочков. Кабошоны с имитацией жемчуга и стразами сегодня увидим в работе, а это ножи для вырубки, благодаря которым, не напрягаясь и без усилий, можно сделать такие замечательные ромашки. Также ни один мой заказ из этого магазина не обходится без бабочек, вот и похвасталась. А теперь продолжаем работу. Берем квадрат из фатина и складываем таким образом, чтобы два противоположных угла оказались рядом на небольшом расстоянии друг от друга, как бы образуя букву М. Получившиеся уголочки справа и слева поднимаем вверх. Фиксируем получившуюся заготовку горячим клеем. Фатин очень тонкий материал, и чтобы не обжигать пальцы горячим клеем, я защищаю их с помощью лейкопластыря. В итоге у нас получается 24 лепестка, которые мы будем приклеивать на основу 3,7 см в диаметре. Я приклеиваю их таким образом. Сначала приклеиваю один лепесток, напротив него второй, и между ними по 2 лепесточка. Обратите внимание, приклеивая первый ряд лепестков, я промазываю клеем всю поверхность лепестка, которая будет соприкасаться с основой. Второй ряд будет также состоять из 6 лепестков, которые приклеиваем в шахматном порядке по отношению к первому ряду. Также обратите внимание, что клея наношу значительно меньше. Аналогично клею третий и четвертый ряд. Цветочек готов, крепить его будем на эластичную резинку. Берем 40 сантиметров и сшиваем концы друг с другом. Приклеиваю резинку к цветочку и закрепляю фетровым пятачком 4 см в диаметре. Повязочка готова, остается лишь украсить красивой серединкой. Кстати, если кто-то не знал, у меня открылся новый канал на YouTube, ссылочку на который можно найти в описании под этим видео. Там не будет мастер-классов, но будет много интересного. Заходите, подписывайтесь, нажимайте колокольчик.